Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, какая женщина по вам скучает и грустит. Может быть, у вас есть какая-то тайная поклонница, или же это бывшая за вами до сих пор страдает. Просто интересно. Давайте-ка посмотрим. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Смотрим, какая сейчас у вас жизненная ситуация. Так. У вас какой-то сейчас очень активный период. Вы активно зарабатываете деньги, вот вы ушли с головой в работу. У кого-то проигрываются какие-то, может быть, поездки, либо работа связана с поездками, либо же командировки, ну то есть такие вот передвижения. Может быть, кто-то из вас поедет в гости куда-то, там на рыбалку, еще куда-то, вот дороги, дороги, дороги как-то у вас постоянно. Кто-то приехал, кто-то уехал. Какая-то перед вами стоит цель. Вот вы себе поставили цель, и вы к ней идете. Это может быть и по работе, и в личной жизни. То есть вот такой вы человек очень целеустремленный. Вы очень мечтаете о любви. Знаете, вот мечтаете до такой степени, что она может быть вам даже снится, эта женщина, о которой вы мечтаете. Знаете, в вашей жизни у нас выпало колесо фортуны. Грядут такие вот перемены очень судьбоносные. После вашего разбитого сердца, после того, что вы пережили со своей прежней женщиной, у вас идут кардинальные перемены в жизни. Хотя некоторые из вас могут сказать, что вот я давно развелся, да, давно не живу со своей бывшей. Тем не менее, какой бы срок ни был, когда бы вы ни расстались, в вашей жизни на пороге стоят судьбоносные серьезные перемены. Причем у вас будет какая-то ситуация проигрываться, ситуация выбора. Это также может быть как выбор по работе, по бизнесу, там какие-то, может быть, бизнес-проекты, там, да, или куда пойти, на какую лучше работу. Также это может быть выбор среди двух женщин. Итак, что еще? Это мы сейчас смотрим с вами общую картину, да, вот что у вас происходит в жизни, просто чтобы быть в курсе дела. А потом мы будем уже смотреть о вашей личной жизни конкретно. Так. У вас сейчас, знаете, вот проигрываются периодически какие-то такие ностальгические моменты. Вот бывает, взгрустнется так наедине, да, вы либо же детство вспоминаете, может быть, кто-то маму вспоминает, тем более, если мама ушла, уже мамы нет, допустим. Либо же вы вспоминаете какие-то вот моменты из прошлого, просто вот из прошлого. Это может быть и счастливая семейная жизнь, которая когда-то была. Кто-то вспоминает людей из прошлого, с которыми было хорошо, легко и комфортно. То есть вот такие вот, знаете, очень такие ностальгические, теплые нотки у вас периодически просыпаются в душе. И посмотрите, вот снова у нас выпало вот колесо фортуны, и снова у нас по восьмерке жезлов, а это очень быстрая карта, которая говорит нам о событиях, которые скоро должны стремительно ворваться в вашу жизнь. За восьмеркой жезлов у нас идет новый жизненный этап. То есть в вашей жизни грядут кардинальные перемены. Давайте посмотрим, с чем связаны ваши кардинальные перемены. Потому что уже как бы дважды выпало. Снова ситуация выбора. Да, посмотрите, у нас постоянно двойки падают. То есть будет у вас в жизни в ближайшее время какая-то вот ситуация, которая заставит вас серьезно призадуматься. Какой-то тупик может быть, да, который заставит вас задуматься. Как я уже говорила, это может быть и по работе, и в личной жизни. Будет какая-то ситуация, когда вам придется серьезно задуматься и выбирать. Итак, что дальше у вас грядет в личной жизни? Так. Вы всячески пытаетесь отбиваться от женщин. Вот как-то, знаете,
Хотя у вас грядет, посмотрите, император и императрица выпали. Это потрясающе. Это очень редко бывает, я вам скажу, чтобы вот так рядом выпали две карты, император и императрица. Это очень хороший знак. Какое-то время вы вот отбиваетесь от женщин. Они есть, да, может какие-то легкие там и присутствуют отношения в вашей жизни. Но по разным причинам, да, вот скорее всего это боль из прошлого, вы стараетесь как-то ограждаться, отбиваться от женщин. Но вот в вашей жизни появится женщина, которая уже сейчас, она вас знает, она за вами наблюдает. Именно эта женщина, она даже вот как-то грустит за вами. Где-то вы с ней пересекались. Это может быть где угодно, по работе, в компании, там, я не знаю, хоть и в магазине. То есть женщина где-то с вами пересекалась, вы могли не обратить на нее даже внимания, но она, тем не менее, так начала как бы вам симпатизировать. Так, что еще нам расскажут карты? Да, эта женщина, знаете, вот она вас увидела, и как-то вот вы ей запали в душу. Вот она задумалась над тем, что вот по поводу вас, что вот такой мужчина, что хорошо бы иметь семью с таким мужчиной, иметь детей от такого мужчины. Вот она как-то так призадумалась над этим всем. Вы, может быть, даже и пообщались, просто вы этому не придали значения, да, вот как бы это могло быть и где-то в учреждении в каком-то. Но как-то вы ей запали в душу, и она вот действительно загрустила почему-то, да, что вот почему такой мужчина не со мной, ну, а вас это я имею в виду. Вот, знаете, до глубины души чем-то вы ее тронули. Может быть, своим разговором, манерой общения, может быть, поведением, да, вот тем более, если вы относитесь к галантному мужчине, то такие мужчины обычно оставляют глубокий след в душе женщин. Знаете, женщины даже очень замечают, если мужчина просто откроет дверь, допустим, там, дверь в подъезд, или же дверь в магазин, там еще куда-то, просто какие-то вот такие, казалось бы, обыденные штуки, но они очень большое значение имеют для женщин. И мы, честно говоря, вот, опять же, маленький секрет, да, женский секрет. Мы очень часто, мы женщины, мы замечаем все до мелочей. Вот если мужчина по своей психологии, он, как правило, воспринимает, вот даже женщину, если брать в целом, женщина же воспринимает все в деталях. Вот если женщина смотрит на какой-то предмет или на человека, она выделит любую деталь, то есть ничего не ускользнет. Мужчина же, в силу своего психологического восприятия, мужчина, он же воспринимает больше в целом. На детали уже, ну, не так сильно вы обращаете внимание. Это особенность просто нашей психологии, мужской, женской. То есть мы абсолютно разные. Ведь мужчины и женщины, мы как из двух разных планет. Знаете, если бы, вот честно говоря, я как-то анализировала, если бы мужчины и женщины хоть немного так интересовались психологией именно вот противоположного пола, намного меньше было бы разводов, потому что нам бы легче было понимать друг друга, потому что мы воспринимаем по-разному, мы мыслим по-разному, все вообще вот психические мыслительные процессы, когнитивное развитие. Все совершенно по-разному происходит. У мужчин это по одному происходит, у женщин по-другому. Поэтому вот эти вот терки, недопонимания, проблемы в семье и начинаются. Потому что мы просто не знаем, как себя ведет мужчина в такой же ситуации, как себя ведет женщина. То есть, вот, но это немножко так, отступление, да, от темы. Как всегда, небольшой так, психологические моменты. То есть эта женщина, вот она увидела в вас мужчину какого-то, может быть, галантного, ухоженного, да, тем более, если в ее среде нету таких мужчин. Знаете, есть очень часто мужчины, вот, ну, замухрышки, грубо говоря, которые не следят за собой, которые неприятно пахнут, неряшливые. Ну, женщины очень не любят таких. Честно, вот я думаю, и мужчинам бы не понравилась женщина, от которой неприятно пахнет, да, там с грязной немытой головой, с грязными ногтями, с грязью под ногтями, да.
Вот. Точно так и женщины смотрят на мужчин. И вот она, вот эта вот женщина, с которой вы познакомились, где, ну, вернее, не познакомились даже, а пересеклись. У вас как такового знакомства с ней не было. Но где-то вы с ней общались. И эта женщина очень сильно вот как-то так думалась насчет вас. Мне прям самой интересно, что же это за ситуация такая. Да, вот интересно, у нас выпала карта, когда вот эта женщина, она долго ждала мужчину, или же и сейчас вот ждет. Она скорее одинокая, какой-то длительный период, она была одна. Вот так. Снова нам эта карта выпала. Ее, вот знаете, переполняют эмоции. Она, вы знаете, вы с этой женщиной пересечетесь еще где-то. Вот будет ситуация, снова вы будете с ней общаться. Давайте хотя бы приблизительно спросим у карт, где это может быть, с чем это будет связано вообще, вот ваше общение. Вот снова падает, да, вот скорее всего это какое-то учреждение государственное. А государственных учреждений может быть очень много, да, начиная там от магазинов, школы, садики, больницы и так далее. То есть это, скорее всего, вот в каком-то таком учреждении. Посмотрите, с этой женщиной у вас упала очень хорошая карта. Очень семейная карта, которая вот говорит нам о гармонии, о любви, о том, что людей переполнять будут чувства и эмоции, позитивные эмоции. То есть, когда всем хорошо. Вот с этой женщиной у вас начнется вот постепенно какое-то вот общение. Где-то вы снова, еще раз говорю, вы пересечетесь с ней вот в какой-то организации. Она уже обратила внимание на вас, повторяю. Вы на нее еще не обратили внимание. То есть, да, такая небольшая интрига для вас. Вот. С этой женщиной очень постепенно, так, слово за слово, у вас будут сначала такие легкие какие-то разговоры, ну, такие, знаете, типа дружеских. Может быть, сначала они будут носить такой вот деловой характер, да, но сейчас вы находитесь, да, однозначно с ней на расстоянии, вы, ну, как бы вообще не обратили на нее внимания. Вот. Но вы снова пересечетесь. Пересечетесь, причем уже в этот раз, уже вы обратите на нее внимание. Посмотрите, у нас карта любви выпадает. Уже вы отметите, какая она красивая, и какая она добрая, внимательная, заботливая. Потому что даже находясь в каком-то учреждении, всегда видно, да, кто сидит злая Мегера, а кто вежливая, культурная, добрая, да, но доброта всегда обычно чувствуется, которая исходит от человека. Также в этот раз вы почувствуете ту вот доброту, то сияние, вот именно свет, да, вот тепло от этой женщины. И тогда уже у вас слово за слово, у вас постепенно начнутся какие-то разговоры, да, может быть, вы телефон захотите взять. То есть сначала ваше дружеское отношение перерастет уже в более такие вот близкие отношения, которые, как я уже говорила, вот по карте, которая у нас выпала, которые закончатся либо же серьезными длительными отношениями, гражданским браком, либо же у кого-то даже может проиграться законный брак. То есть вот ваша тайная поклонница, так сказать, она уже о вас думает. Ей даже взгрустнулось, что почему вот такой мужчина не со мной, да? Вот вы ее уже зацепили. Но пока, я еще раз повторяю, вы еще даже не можете представить, кто это. Но она уже о вас думает, скучает и грустит. Ей хочется, чтобы вы стали именно ее мужчиной. А дальше уже, как карты лягут, все в ваших руках. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока!